Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. В данном ролике мы с вами пообщаемся о том, какую лимитку выбирать, так как у нас в скором времени будет снова событие на выбранный лимитированный призыв. И данный вопрос очень сильный, острый и актуальный. Поэтому присаживайся поудобнее, готовься получать ответы на свои вопросы. Лайк приму вам. Начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatov.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Итак, земляне, чтобы было понятнее, о чем я говорю, мало ли, может быть, кто-то не следит за новостями в игре, у нас будет в четверг, 30 июля, событие «Эксклюзивный удачный выбор». Вот как оно выглядит. Продлится оно аж до 3 августа. Выберите одного из указанных выпущенных эксклюзивных героев, кроме эксклюзивного героя Кайнана, чтобы получить повышенный шанс в 20 раз. Здесь у нас не учитывается, скорее всего, Леди Мина, потому что это у нас будет герой именно из коллаборации Дракулы, потому что вот если мы прыгнем на Леди Мину, вы увидите у нее тут надпись «Дракула». Скорее всего, ее не будет в списке, поэтому и в тир-листе, в котором мы с вами будем выбирать героев, я ее не буду учитывать, но если она там будет, это, конечно, будет очень весело. Ладненько, в общем, давайте уже перепрыгивать в сам тирмейкер, будем параллельно еще и обсуждать героев там туда-сюда. В общем, перво-наперво, слушай внимательно, если у тебя нету героини по имени Дяочань, видишь, что она у меня здесь в первом списке, то ты выбираешь без вариантов, только ее. Поэтому мы ее сразу сюда кидаем в графу, если нету. Все, здесь у нас графа заканчивается. Если этого героя у тебя нету, то ты выбираешь конкретно его. Must have прям, вот вообще, просто, вообще без выбора. Поэтому новички, кто только зарегался, там только вот скоро у вас там будет ваш Суню-кун, вы берете и выбираете Дяочань. То есть, к примеру, у вас на 11-й день появляется герой по имени Суню-кун. Вы крутите его, обязательно должны его забрать, потому что забирается, в принципе, за 11 дней и 2 копии, и 3 копии. Ну, то есть 400-600 круток у вас должно быть, короче. Ну и сама по себе Дяочань. Почему? Потому что Дяочань это супер-турбо-мега жесткий универсальный герой, который дает вдохновение, может хилить, может снижать урон и так далее. Чтобы не быть голословным и по-быстрому, давайте просто зайдем и посмотрим в таблице не лидеров, а рейтинг героев. То есть на арене выберем, к примеру, сейчас у нас игра прогрузится, ведь нельзя же не грузиться, да, в момент снятия ролика. В общем, Дяочань в повелителе, видите, топ-1. Давайте посмотрим верховного повелителя. Ну, Дяочань топ-2, подумаешь. Всего лишь навсего. Тут у нас Дяочань топ-3, потому что, ну, она здесь заменяема на массовой арене, ее там можно поменять, но, тем не менее, тоже очень хорошо играет и, ну, чуть ли не в каждой пачке. Одиночная цель, конечно же, на 3-м месте. Сейчас там ее смещают из-за того, что у нас смета хаоситов. Тут у нас появляется Дурза. Но, тем не менее, новичок с Дяочань ты будешь очень тесно и плотно сотрудничать. Давай дальше. Драконова пать. Любая. Мы возьмем, давай вот общемировой рейтинг. Мы посмотрим там не вот эти вот по 300, по 400 тысяч, блин, уроны с этими вашими вот хаоситами. Давайте что-нибудь попроще. То есть Дяочань. Даже давайте просто в рейтинге гильдии. Дяочань. Везде будет Дяочань. На бездне Дяочань. В общем, вот видите, вот везде Дяочань. Где еще? Вот еще Дяочань. Дальше смотрим. Идемте в руины титанов. Не смотрим пока что на матрицу, потому что она там, в принципе, просто не нужна, не играет. Смотрим Дяочаньки, Дурзы, Дяочаньки. В общем, вдохновители очень must have. Дальше смотрим, давайте тут тоже. Оп. Опускаемся вниз. Дяочань, Дурза, Дяочань.
Где у нас тут еще? Здесь не вижу. Здесь Дурза, Дяочань, Дурза, Дяочань. То есть здесь снова Дяочань. Третий рейд понадобится, поможет вам Дяочань. Где-нибудь на каких-нибудь подземелье снаряжения 2 тоже поможет вам Дяочань. Где-нибудь на каких-нибудь испытаниях фракций тоже поможет Дяочань. В общем, где вам нужно урон повысить, ну и так далее и тому подобное, вот это все Дяочань. Must have выбирать. И еще очень важное, давайте сейчас мы вернемся в галерею. Самое важное это ее первая пробуда, то есть вы либо же стараетесь, если у вас достаточно ресурсов, потому что в скором времени будет коллаборация, я не знаю, захотите вы тратить все крутки или нет, может быть проще будет дать грубый камень пробуждения. Must have дать первую пробуду, потому что вот, очень сильно вырастает размер ее возможностей, и это прям нужно, поверьте мне. Поэтому, если вы достаете Дяочань в одной копии, то следующий ваш грубый камень, который у вас выпадает, он влетает в Дяочань. Ни в коем случае не вливать универсальные камни. Большие камни мы не трогаем. То есть смотри внимательно. Ты вливаешь вот такой вот камушек, грубый камень души, в Дяочань. Вот такой не смей. Ни в коем случае. Нет, вообще категорически нет. Вливаем чисто грубый, ждем пока выпадет. И тогда пробуждаем Дяочань. Все, с этим поехали дальше. Итак, следующие герои. Если есть то, что выше, мы выбираем дальше. Смотрите, так как у нас показано, да, что Кайнан у нас не принимает участие вообще, да, в призыве, мы его сюда рейтить не будем. Поэтому какая ситуация? Вы, новички, забираете там своего макаку на 11-й день, и хорошо, вам классно. Дальше, если, к примеру, если бы здесь был Кайнан, я бы его ставил сразу же вот тут, если есть то, что после Дяочаньки мы сюда выбираем Кайнана. Но если тут уже у нас Дяочанька есть, и мы там забираем героя в одной копии, то я бы присмотрелся бы к такому герою, как Мориден. Объясню почему. То есть мы его все равно потом чуть сместим. Объясню почему. Потому что мы, если перейдем в коллекцию, недавно у нас был баннер на выбор героя легендарного из Древних Осколков. Очень многие люди, по крайней мере по комментариям, достали себе Валару. А у нее есть навык связи с Мориденом. То есть вы лутаете его и начинаете играть Валарой хотя бы, ну, везде, потому что он снижает ее стоимость. Также плюсом она во время суперспособности, когда никого не атакует, восстанавливает себе ярость, и это очень много где полезно. Вы, к примеру, ультанули, одного-двух мобов убили, дальше мобы закончились, она лутает себе ярку, дальше снова выходит огромная пачка мобов, и она уже готова. Поэтому это очень сильно. И плюсом то, что она будет стоить на 5 монет дешевле вместо 17. Вот если я уберу вебку, вместо 17 она будет стоить 12. И на арене это очень хорошо позволяет стартовать, потому что 12 монет, ну это очень дешевый герой, которого вы выставляете, ну прям со старта. Хорошо, я думаю, здесь этот выбор понятен. Но смотрите, какая ситуация. Если вы рассчитываете там добить, к примеру, пробуды, то у самый сильный, самый нереально жесткий герой на пробудах, особенно на 5-й, к примеру, мы можем вот так вот поменять, это Кигири. Кигири у нас на 5-й пробуде просто бог и царь игры. Если речь идет о том, что нужно где-то набить какой-то рекорд, где-то какого-то босса очень быстро слезать, еще и выжить это все и так далее и тому подобное, это вот у нас Кигири. Почему? Потому что у него есть вот такие вот навыки, как его ультимативная способность отражения, палающие вот эти сметающие удары, двойные вот эти всякие тычки. То есть им, во-первых, еще играть уметь нужно, прожиматься именно вовремя. Ну и плюсом у него есть контрудар ласточки. И вот на 5-й пробуде вся эта у нас движуха срабатывает 100%. Контрудар ласточки во время суперспособности летит в 2 стороны. И Кигирич наносит просто километровые цифры урона и супер очень жуткий тип. В общем, здесь, я думаю, все понятно. То есть 5-я пробуда Кигири, если хотите добивать, если хотите от него максимальное КПД, это вот прям круто, классно. Дальше, да, вот уже у Суню-кун, но с точки зрения того, что он у вас, к примеру, есть, вы его выбирали, он также, в принципе, достоин грубых камней, потому что на 5-й пробуде он достаточно тоже сильно вваливает. Это тоже у нас босс-киллер. Очень давно уже это было.
Он играл на арене, очень быстро убивал последнего моба, то есть мы добивали из его ультимативной способности последнего моба на соло-арене. Почему? Потому что у него на 5-й пробуде ультимативная способность делается x2. То есть он вместо 18 ударов делает 36 и очень-очень сильно вваливает. И после использования, видите, его ульты, у него еще шанс срабатывания удара золотого посоха увеличивается. То есть он еще лучше начинает накладывать станы. Ну и сильнее бить, потому что это усиленная заряженная атака. Поэтому 5-я пробуда в этом плане достаточно крутая тоже у Суню-куна. Но тем не менее, тем не более. То есть его, ну, сейчас достаточно просто иметь в коллекции, потому что он выступает, наверное, одним из лучших героев для танкования матрицы, то есть удара прокола. Поэтому здесь такая вот ситуация. Ладно, хорошо, давайте двигаться дальше. Польза плюс коллекция, то есть это у нас такая вот ситуация. Ну, я назвал эту рубрику, можно ее даже, наверное, назвать не польза плюс коллекция, а польза после полезных, наверное, даже так, потому что, ну, то есть, на мой взгляд, вот эти вот 3 героя, они вот после Дяо Чань на выбор должны быть у вас в коллекции. Польза плюс коллекция, я сюда добавлю Акиру. То есть Акира достаточно крутецкий лук, недавно вышедшая у нас лимитка, давайте на нее посмотрим. Но, смотрите тоже ситуацию. Без первой пробуды, ну, героиня не очень сильно впечатляет, на самом деле. Это просто обычная такая средняя легендарка. На 3-м рейде вам поможет. Может даже хорошо играть и в кодексе, кошмарном кодексе. Вот если мы сюда зайдем в книжечку, вот здесь вот у нас, видите, вот этот вот Кир. Здесь вот Акира очень хорошо играет. Ну и, в принципе, даже беспробудная. Но если мы зайдем, посмотрим на ее первую пробуду, и казалось бы, вот, типа, если читаешь, ну, что тут такого? Фантом получает выброс ядра. Но это на самом деле очень сильная движуха, потому что выброс ядра у нашей героини это, в принципе, ракетный шквал плюс-минус. Почему, не знаю, там выброс ядра. В общем, когда он активируется, это достаточно круто, когда еще и фантом это делает, и у нее урон вырастает. Потому что если мы посмотрим на матрице, беспробудная Акира наносит урона меньше, чем эпический герой по имени Эстрид. Вообще никаким образом с ней не может она сравниться без первой пробуды. Поэтому это учтите. Если вы там хотите Акиру залутать, то скорее всего, вот почему я и выбрал типа польза плюс коллекция. Потому что, ну, ее вы можете выбрать, во-первых, если у вас ее нету, чтобы она у вас была в коллекции. Но если она у вас будет в единственной копии и без пробуд, ну, вот она будет просто больше как для коллекции, чем какую-то пользу приносить. Потому что, ну, вы ее можете где-то взять, но без первой пробуды вообще ничего особо на вас не удивит. Хорошо, дальше. Польза плюс коллекция. Да, это у нас Гвендолин. То есть я ее здесь поднял в рейтинге выше, чем Анору, то есть, ну, кто-то может со мной не согласиться, но я считаю, что Гвендолин последнее время с актуализацией северян, с актуализацией щитов, она достаточно неплохо стала себя показывать, потому что щиты она дает отличные, спасает, есть стратегии прохождения, потому что вся проходка у нас завязана в 3-м подземелье, вот подземелье снаряжения 3, на щитах. И мы вот, если зайдем сюда в руководство и в рекомендуемые составы, вы увидите, что здесь Гвендолин, она будет. Поэтому присмотритесь. Если, к примеру, у вас есть какие-то там амбиции закрыть 3-й рейд, то Гвендолин выбрать, когда у вас есть все то, что вот выше мы указали, да, то как раз-таки можете выбрать Гвендолин и закрыть 3-е подземелье. Но это при условии, если вот это вот все, что у вас выше и до нее у вас есть. Хотя, по сути, если у вас, к примеру, матрица 250 тысяч закрывается и так далее, и без Акиры, то можно Акиру особо и не брать. Но, честно говоря, мне кажется, Акира, ну, наверное, более повыше в рейтинге, поэтому я ее так и оставлю. Хорошо, Гвендолин, все круто, все классно. Щиты, очень неплохо в галерее войны себя показывает с хаоситами, тоже есть там стратегии, поэтому вот такую вот оценочку Гвендолин я ставлю. Дальше это у нас Анора. Анора достаточно неплохо себя зарекомендовала, когда она только вышла. К сожалению, уже она теряет свою актуальность, если не потеряла. Единственное, где ее можно использовать до сих пор, это у нас рейд материалов и артефактов. Этажи, где
у нас используются ну, герои на плитках, да, на верхних плитках, поэтому здесь вот с Анорой у меня даже есть некоторые стратегии, я в видосах показывал. Плюсом у нее есть навык связи с Имеретом, который очень важен для них обоих. То есть если мы вот зайдем, вот, пожалуйста, Анора, вот, видите, восстань мой герой. То есть получите героя Имерета, у нее усиливается тягота, и у Имерета там тоже усиливается наложение вот этих их всех приколов с хваткой мороза. В общем, сам по себе герой отличный, урона у нее предостаточно, но вот опять же требуется вот этот навык связи. Если у вас нету Имерета, я не знаю, можно смысла ее, наверное, выбирать нету. Ну и плюсом вы видите, да, на каком она месте, ну, по крайней мере, в моем рейтинге. То есть польза плюс коллекция. Если у вас есть все, что до нее, то в принципе ее можно взять ради коллекции сюда, перекинуть. Ну, такая себе история. Также в пользу плюс коллекцию можно закинуть и Далию, и Рива, но они, честно говоря, может быть промежуточно даже вот так вот будут себя вести, потому что, ну, если так посудить, давайте как раз таки пойдем снова к героям. У нас Капитан Рив до выхода такого героя, вот как Рыцарь Орлот, достаточно неплохим героем контроля был. Он играл там и на ГВГ, этот Капитан Рив, и все дела, плюсом у него есть неплохой навык связи с Розаком, который скажет вам привет, дополнительные ресурсы. Да, то есть у него один из лучших контролев в игре, потому что он накладывает оглушение на 1 секунду, и этот эффект длится 20 секунд. Поэтому какую вы интервалку ему дадите, он будет давать ультимативную способность и может перманентно в течение 20 секунд оглушать вообще все по карте. Тем более оглушение на 10 врагов. Это очень сильно. Но вышел у нас Рыцарь Орлот, у которого тоже есть оглушение с пассивки «Забытые клятвы». Здесь видите оглушение на 2 секунды. Сам по себе герой не хуже, еще и танк очень классный. Поэтому, ну, он более сейвовый. У него, ну, это, по крайней мере, танк. Потому что вот это вот, ну, он, типа, задумывается как танк. Урон у него весь от атаки. Сам по себе никакой выживаемости у него нету. Просто тупо только станы. Ну и замедление еще есть. Также, видите, навык связи с Розаком. Здесь у нас на опыт, на золото и такого плана. Короче, если золота не хватает, можешь взять Рива. Но это такая себе история. Ну и далее, она тоже у нас здесь в культистах. Концептуально, блин, красивейшая героиня. Одна из красивейших моделек в игре, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, посмотрите, какая она красоточка. Просто красотка. Но вроде бы задумка с вот этим вот туннельным ее уроном. Ее вот эти вот бафы блоков от проклятых вот этих цветков и так далее, замедление еды, это вроде бы все прикольно, даже прикалывались несколько сезонов ею там на ГВГ. Она очень хорошо играла на своем тематическом событии, которое было в ее честь, и все. Поэтому здесь, ну, честно говоря, про пользу, мне кажется, ну, чтобы вот польза плюс коллекция, ну, такое, если у Рива как минимум вы будете лутать больше голды и экспы, если у вас есть Розак, то на данном этапе далее больше как коллекция. Понятное дело, что у нее очень прикольный набор навыков, но на сегодняшний день, ну, честно, вы ее вот, если не выберете, ну, вы ничего не потеряете. Ну и троеточие, здесь у нас есть две такие героини по имени Фалкия и Похоть. Я их отнесу сюда. Вот, в эту графу. Объясню почему. Потому что данные героини, ну, они, к сожалению, не играют нигде. А если играют, то это вот Похоть разве что на галерею войны можно взять. И Фалкию туда можно взять, если она у вас уже есть, все эти герои, да, вот эти две героини. И вам просто нечем забить слот. Почему? Потому что, ну, к примеру, возьмем, давайте, героя Кайнана. Вот вышел у нас новый герой Кайнан. Вот у него на первой пробуде приписочка есть. Находясь на одной плиточке, он делает бла-бла-бла. Физический урон, да, там на полу стоит. А на возвышении он бьет магическим уроном. Так вот, у Фалки это у нас один из первых героев, который вообще имеет вот эту вот механику нанесения и физического, и магического урона вот с базы. Видите, физ-урон и магу. Но она это наносит попеременно. Не меняется, и поэтому она даже, к примеру, на той же бездне, если Кайнан на бездне на первой пробуде просто становится царем и богом, то она на бездне как будто бы и нахрен не нужна. Есть у меня гайд, где я бью с Фалки 60
тысяч крови, но это чисто просто дань уважения ей за ее просто обалденнейшую модельку, потому что вот лично по моей версии, вот далее одна из лучших моделек, да, в игре, то вот Фалкия для меня, по крайней мере, это лучшая моделька в игре. Вы напишите, кстати, в комментариях, кто для вас из лимиток самый красивый. Ну, посмотрите, ну это просто, это какой-то Ведьмак, ну это вообще просто вот, ну, хотели коллаборацию с Ведьмаком, вот, пожалуйста, это герой оттуда. Она просто красивенная, но, к сожалению, вот на этом все как будто бы. Ее там 2 раза что-то пытались реабилитировать, ей там что-то меняли. У нее вот это еще выпад тени, когда она заходит в ульту, и вот эти вот ее пассивки. Они очень жестко дебильные по анимации, она из-за этого очень много стоит, троит и тупит. Поэтому, ну, сама по себе героиня. Да, на 3-й пробуде она уже начинает наваливать стиля. У нее на 1-й пробуде есть снижение урона 30%. На 3-й пробуде реально за каждый 100 саб, она, потому что она специалист, то есть у нее есть вот приписка специализация, у нее бонусы скорости атаки дают ей больше к снижению ее интервала атаки. Ну, блин, вот у нее потенциал был какой-то, но вот он где-то все взял и сплыл. Больше нечего сказать. Ну и похоть. У похоти есть навык связи с героем высокомерным, который тоже был звездой игры в начале где-то, да, там. Сейчас он стоит и просто курит в отпуске. Ну а похоть тоже достаточно неплохо так задизайнена на самом деле. Но у нее есть огромная куча проблем. Она может сама отпинать ваших героев. Да, ну, заливая ему при этом ярость, тем не менее, да. Но чисто что-то она не дотягивает. Там что-то стреляет, бьет. Ее можно там использовать на кодексе Стикса, потому что много атак у нее с ульты. Но не знаю. То есть напишите в комментариях, кто похотью пользуется с тех времен, когда мы ее призывали, потому что на нее призыва было аж 2 раза. Она у меня, к примеру, по-моему, на 1-й или на 2-й пробуде. Давайте посмотрим. И скин на нее классный, очень крутой. Вот, давайте фильтр, бойцы. Где эта монашка наша? Где-то ж монашка наша. Вот, она у меня, видите, вообще аж на 2-й пробуде. То есть выпало мне 3 копии. Вообще, ну, и скин классный, и все. А взять, кроме анализов, нечего. Ну все, земляне, давайте подытожим. То есть, если у вас нету Дяочань, вы берете Дяочань, обязательно. Вливаете в нее грубый камень, либо же, если есть ресурсы там додоначиваете и делаете ей 1-ю пробуду. Если есть Дяочань, то вы уже опционально смотрите. Если у вас там есть Валара, я бы брал Валару. В первую очередь для Валары брал Моридана. Если Моридан у вас уже есть, то лучше взять какого-нибудь Кигири, потому что Кайнана, я думаю, вы уже взяли. Кайнан в этом призыве не участвует, поэтому его в тир-листе нету, это я напоминаю. Ну и потом дальше уже опционально Макака. После всего этого, когда у вас есть вот этот вот набор из 4 героев, которые делают абсолютно все в данной игре и играют до сих пор, даже Моридана можно играть на чертогах иллюзий Малрика очень классно, то вы уже опционально смотрите на Акиру, то есть тут вот уже смотрите сами. Акира вам не поможет закрыть подземелье снаряжения 3, если вам надо, то берите Гвендолин, если нет, то вот так вот. То есть Акира, Гвендолин, Анора, ну опять же, Анору брать, это вы уже смотрите сами, это можно даже реально тоже как-то ее переместить в коллекцию, и Рива сюда можно перекинуть. Ну, они хотя бы какую-то пользу вам принесут в любом случае. Дальше, для коллекции, ну и слэш-польза, можно вот так вот, это у нас далее, она такая, знаете, как одной ногой там, одной ногой здесь. Ну и вообще не рекомендую брать на данном этапе, это вот Фалкию и Похоть. Если вы прям заядлый коллекционер, и у вас есть все вот эти вот легендарки, которые вот озвучены выше, и тогда уже выбирайте сами. Похоть или же Фалкия. У Похоти, по крайней мере, Похоть выигрывать у Фалкии в том, что у нее есть навык связи высокомерного. Если вы играете где-то высокомерным, то он у вас с Похотью начнет играть еще лучше. Ну и потом уже Фалкию просто чисто ради красивой модельки. Ну что, земляне, постарался конструктивно описать свои оценки. То есть все равно это мое субъективное мнение. Кто-то может быть не согласен. Но вот по поводу Дяочань, я думаю, что более чем объективно. Потому что Дяочань должна быть у каждого. Это супер универсальнейший герой. И если у вас ее нету, берем. Все остальное вы уже видели, так что делитесь своим мнением в комментариях, кого вы будете выбирать и помогла ли вам данная информация. Ну а также ставим лайкос, подписываемся на канал и делимся данным видео с друзьями и сокланами, пусть также ответят на свои вопросы, ну по крайней мере, точнее я отвечу на их вопросы и надеюсь данная информация для них будет полезна. В описании к данному ролику ты найдешь мой телеграм-канал,
Там все свежие новости, все патчноуты в кратком описании, чтобы ты не читал тонну текста в игре. Также провожу розыгрыши, ну и вся информация, вообще всем делюсь в моем телеграм-канале раньше, чем на ютубе. Поэтому подписывайся. Ну и не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Меня зовут Планета, и увидимся, когда увидимся, ребята. Пока-пока.